Алинка, я хочу, чтобы ты выучила одну фразу на испанском. Какую? Кванта, Кванта. коста. Коста. Супер, а вместе? Кванта Коста. А что это Идеально. такое? Означает, сколько стоит. Просто в об твоем этом. случае придется действительно задуматься о том, сколько и что стоит, чтобы не вылезти за рамки бюджета. Это орел и решка. Мы наконец-то добрались до самого солнечного берега Испании. Коста-дель-Соль. Я уже прям чувствую эту морскую соль на своей коже. Мне кажется, это у тебя еще от черного осталось. Давай Орел. подбрасывать. Решка. Барабанная дробь. Снова я победному. Ну сколько можно уже? Что? Ничего, мне просто так нравится, когда ты злишься. Я готов на это смотреть бесконечно. До конца сезона, каждую передачу. Не буду тебя радовать. Уйду. Алин, сколько стоит? Как будет на испанском? Кванта Коста. Умница, не пропадешь. И я не пропаду. Коста-дель-Соль – это побережье на юге Испании. Его круглый год прогревает золотое солнце и обнимает чистые воды Средиземного моря. Здесь старинные города уживаются с самыми фешенебельными курортами. А еще здесь можно, не покидая Европы, побывать в Африке. Ола, Коста-дель-Соль! Раскрывай свои секреты! Мои 100 долларов превратились в 83 евро 79 центов. Неплохо. Добраться до ближайшего города побережья можно на такси за 15 евро. Или на автобусе за 3. Ладно. Thank you. Итак, что мы знаем о Коста-дель-Соль? Коста-дель-Соль переводится как «солнечный берег». Тут порядка 300 солнечных дней. Представляете? Именно в этих краях придумали дуэль человека и быка, испанскую корриду. Часто этот регион называют Коста-дель-Гольф, потому что здесь очень много полей для гольфа. Солнце и поля для гольфа как магнит притягивают богачей на Коста-дель-Соль. Самые популярные города побережья – Малага, Марбея и Ронда. Если бюджетные туристы вроде Алины выбирают Малагу, то богачи отправляются на самый фешенебельный курорт побережья – в город Марбея. Высококлассные отельные комплексы. Марина с самыми дорогими яхтами. И, конечно же, лучший выбор тачек для аренды. Поэтому я просто взял такси в аэропорту и сразу приехал сюда. Наконец-то я добрался до своего лакшери-гаража. Сейчас покажу вам такой ассортимент, что... Ничего себе. Прикиньте, сколько здесь пасется лошадей. Лошадиных сил. В этом гараже порядка сотни самых крутых, самых элитных и самых дорогих машин, которые когда-либо увидел этот мир. Throw it up, make it rain, let it go. Like whoa, 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 whoa. Playing with the money like... Rolls-Royce кабриолет. Смотри, какой древний Порш.
Макларен. Причем тут не только базовая комплектация, тут еще и ЮПРСТ. Что это такое? Одно колесо сзади, два колеса спереди. Полярис, слингшот, Роллс-Ройс. Мне кажется, в Решке за все сезоны не было столько крутых автомобилей, сколько в этом гараже содержится. Ну, слушайте, ну, очень сложно выбрать. Надо быстро определяться с автомобилем, а то ведь их на глазах разбирают. И, собственно, я же не планирую весь свой уикенд провести в гараже. Lamborghini Huracan Spider 2018 года. 610 лошадей. Разгон до 100 за 3,5 секунды. Скорость до 326 км в час. Стоит эта тачка 295 тысяч евро. Поэтому в аренду такую роскошь сдают только с водителем. Я скажу честно, когда я садился в Lamborghini, я не ожидал, что мне будет комфортно внутри. Я думал, это для того, чтобы почувствовать дорогу, почувствовать мотор. Но здесь комфортно. Может быть, потому что это кабриолет, места много, я могу руки куда угодно совать. Может быть, потому что просто модель удобная. Я не знаю, но мне хорошо. Причем очень круто, что у Lamborghini мотор находится сзади. Не под капотом, как обычно, а в багажнике. Это создает такое ощущение, знаете, ветра в спину, как будто вот эта вся мощь, она не тянет за собой, а вот именно толкает сзади. Я сейчас гоню в солнечной тачке по солнечному региону в солнечном пиджаке. И вообще, я такое солнышко. 20 минут, и я в Малаге. Малагу называют одним из самых древних городов Европы, ведь появился он в 8 веке до нашей эры. Для туристов тут классический европейский старый город с неисчисляемым количеством узеньких улочек, невысокими домами и десятками кафешек, из которых доносятся ароматы кофе и выпечки. Ну, если же ленивые посиделки в кафешках – это не для вас, туристам предлагают посмотреть настоящую корриду на арене Ла Малагетта, побродить по старым крепостям Алькасаба и Гибральфару и посетить главную достопримечательность города – Кафедральный собор. Местные прозвали его «Ла Манкита», что в переводе значит «однорукая дама». Все потому, что изначально здание должно было быть с 2 башнями, но на вторую попросту не хватило денег. Но попав в сам храм, понимаешь, почему башню так и не достроили. Его внутреннее убранство поражает роскошью. Потолки с декоративными сводами, высоченные колонны с позолотой, и скульптуры из редкого мрамора, которые доставляли из каменоломен древнего города Михоса. Собор, конечно, просто поражает. У меня прям слезы на глазах выступили, потому что ты заходишь и прям дыхание замирает от этого всего величия. Вот действительно хочется просто сесть и побыть в этом спокойствии.
Вот как только определился с автомобилем, сразу понял, в каком отеле я хочу жить. Здесь нет никакой интриги, друзья, никакой интриги. Это лучший отель побережья Коста-дель-Соль. Marbella Club Hotel. Это огромный, пышный сад, среди которого находятся рестораны, бассейны и десятки шикарных вилл. Здесь обычно отдыхают самые богатые и знаменитые люди нашего мира. Я проведу уикенд на вилле, в которой до меня останавливались Леди Гага и Ленни Кравиц. Живые цветы. Они так пахнут, мне кажется, они пахнут на все 6300 квадратных метров этой виллы. 6300. Мне кажется, обойти это все нереально. Мрамор, позолота. Тут еще один этаж внизу. На первом этаже 2 спальни, 2 ванны. Вот здесь просто можно лечь самому, а здесь разложить наложниц, которые будут поливать меня там всякими смесями, лепестками закидывать. И огромная гардеробная. Это гардеробная? Они, конечно, мне льстят. Такой огромный сейф. Они-то не знают, что все мои богатства вот такое богатство. На нижнем этаже спа-комплекс с джакузи Красота. и огромная гостиная с бильярдом. Я как будто бы не виллу снимаю, а к какому-то султану приехал на прием. Очень большая вилла. Я думаю, что я сейчас найду спальню, которая мне понравится, и дальше ходить не буду. Я не могу обойти всю эту виллу. Все, ребят. Мне еще есть чем заняться на этот уикенд, поэтому, пожалуйста, оставьте обзор кому-то другому. Еще ступеньки. Боже, сколько можно? Вы не могли лифт сделать? О, да. Вот она, моя спальня. Ну все, я остаюсь здесь. Знаете, за всю историю «Орел и Решка» мы снимали много разных вилл, апартаментов, номеров в отелях очень роскошных. Но чтобы что-то было настолько масштабное, я такого не помню. Ну, конечно, главная достопримечательность Малаги – это море. Побережье Коста-дель-Соль омывает море Альборан. Это самое западное море, входящее в состав Средиземного. Когда-то оно считалось границей, которая разделяла 2 разные цивилизации – христианскую и мусульманскую. Но мне, как современному туристу, важнее, чистая и теплая ли здесь вода. Для этого я и пришла на главный пляж Малаги. Пляж Ла Малагетта. А мало тут хорошего или много, мы сейчас узнаем. Инфраструктура. Стандартный набор всего необходимого на пляже. Вот, пожалуйста, душ, шезлонги, кафе с ценами на любой кошелек. Плотность населения. Как видите, совсем не плотно. Песок на любителя. Есть пожестче, есть помягче. Водичка чистая, прозрачная. Да что тут говорить, надо купаться идти. По-моему, такой городской пляж – это однозначная 5.
Нет никакого смысла делать обзор городского пляжа, когда у тебя есть свой, собственный, со своим бассейном, со своими шезлонгами, пальмами. Вот это все и будем обозревать. Плотность населения на пляже. Инфраструктура. Лежаки, зонтики. Там еще этот бильярд есть. Идеальная инфраструктура. Где бы вы еще такую встретили, а? Нигде. Приезжайте ко мне в гости. Номер есть до завтра. У вас есть время. Чистота на пляже идеальная. Вот только садовник ушел. Он здесь все стриг, убирал. Он здесь мусор какой постриженный лежит. Водичка. Прозрачная. Освежающая. Все, я не могу больше терпеть. Однозначно, мой личный пляж заслуживает только 5. Ну окей, с минусом. Ведь бассейн — это все-таки не море. Кроме достопримечательностей пляжа, у Малаги есть символы. Сеночеро – разносчик рыбы. Профессия, которая уже не существует. Вот в таких корзинах буквально на ходу происходила продажа рыбы. А вот еще одна профессия – безнагеро – продавец традиционного цветка, собранного из жасминов. И, конечно же, самый главный памятник города, посвященный художнику Пабло Пикассо. Знаменитый художник родился в Малаге и жил тут, правда, всего до 10 лет. Но местные с гордостью заявляют, именно Малага – дом великого творца. Поэтому Пикассо в Малаге на каждом углу. Вот продают сувениры. Здесь дом, в котором родился художник. Тут музей с его полотнами. А вот Бар Пикассо ничего общего с художником не имеет. Но кто первый придумал использовать имя для наживы туристов, тот и зарабатывает. Говорят, художник должен быть голодным, но не в случае с Пабло. Он очень любил сальморехо – холодный крем-суп из помидоров, хлеба, чеснока и с кусочками сыровяленой ветчины. И запивал его исключительно сангрией. холодным вином с фруктами. Ну что, попробуем? Чем любил себя баловать гений? Ярко выраженные томаты, кусочки хамона. В целом очень освежает. Хотя это суп. Сангрия – напиток очень легкий. Алкоголя в ней практически не чувствуется. И благодаря фруктам и льду очень освежает. Но надо быть аккуратней. Все-таки алкоголь там есть. Да, Пикассо разбирался не только в искусстве, но и в еде. Это было вкусно и сытно. Для того, чтобы скрасить свой испанский вечерний досуг, я позвонил в консьерж-сервис и пригласил Картадора. Картадор. Человек, владеющий искусством правильной нарезки испанского деликатеса – хамона. И Венециадора. Венециадор. Человек, который правильно наливает испанское вино. Херес. И все это будет происходить под аккомпанемент испанской гитары. Виртуоз испанской гитары. Человек, который перебирает струны так быстро, что любая испанская душа плачет. Как он это изящно делает. И он как изящно делает. И он изящно делает. Что я попал в трехмерное изящество. Без Картадора, Венециадора и гитариста не обходится ни один важный праздник в Испании. За одно мероприятие каждый получает порядка 400 евро, что делает эти профессии одними из самых высокооплачиваемых в стране. Итак, на мою тарелку пожаловал хамон. В данном случае хамон сорта Иберико, то есть из породы редких черных иберийских свиней.
Да очень вкусно. Я фанат хамона. Такого вкусного хамона я еще не ел. Расцветает во рту. Идеальный хамон. Компанию к хамону Херес. Самое лучшее белое крепленное вино Испании. Салют, чиз. Вино прям пахнет кислинкой. На иву похож запах. Либо на яблоко. Со стороны это выглядит очень странно. Один мужик мне нарезает мясо, другой разливает вино, третий сзади лобает на гитаре. Вот так может подумать только человек без вкуса, который не различает полутонов, который не видит красоты. Ведь меня окружает искусство. Кулинарное искусство, винодельное искусство и музыкальное. Чего еще можно пожелать? Самое время поселиться. В Малаге с моим бюджетом я могу рассчитывать только на хостел. Привет. Привет, привет. Мне нужна комната. А сколько человек? Я одна. На одну ночь? Верно. Окей, одна ночь. Есть комната за 48 евро. 48 евро? Да уж, недешево. Есть еще койка в общей комнате за 18 евро. О, отлично. Другое ж дело. Оказалось, что кроме дешевого жилья, у этого хостела есть еще одна фишка. Его украсили традиционными испанскими платьями. Которые может примерить любой постоялец. И даже бесплатно выйти в них на вечерний променад. Что ж, я так и сделаю вечером. А пока посмотрим мою комнату. Ну, есть и неудобные моменты. Девочки вместе с мальчиками. Мы же совсем друг друга не знаем. Вот так делить спальню. Понятное дело, что не кровать, но все равно. Это чужая энергетика. Может быть, он девочек будет водить. Не знаю, не знаю. У меня такой первый раз. Ну вот мое ложе принцессы. Не 5 звезд, но интересно, колоритно. Как сюда? Ой, как сюда? Ой. Ну что, тут уютно. Друзья, я как мог уговаривал продюсеров, чтобы в этот раз мы запрятали не 100 баксов, а 15 тысяч евро. Ну, чтобы вы могли снять себе виллу, как у меня, насладиться отдыхом и вот пройтись, как говорится, по стопам Орла и Решки. Но нет, 100 баксов, это традиция. Типа традицию не нарушают. Ну, хорошо, 100 баксов. Будете на солнечном побережье Испании и захотите стать обладателем заветной бутылки, отправляйтесь на пляж, который находится между городом Марбея и пристанью для яхт Пуэрто-Банус. Там, напротив отеля Марбея Клаб, под пристанью вас и будет ждать клад от Орла и Решки. Все. Ну, конечно, не 15 тысяч евро, но чем богаты, тем рады. Говорят, вечером в Малаге все женщины надевают традиционные испанские наряды и отправляются покорять город. Но не тут-то было. Оказалось, в испанском платье только я одна. Ой, ну смысл расстраиваться, пойду куражиться. Тем более, что с приходом темноты веселье на улицах Малаги только начинается. Повсюду аниматоры. Уличные танцоры, исполняющие страстные испанские танцы. И туристы, которые ходят по барам и ресторанам.
самое знаменитое заведение Малаги – бар Эль Пимпи. Он открыт с 1971 года, поэтому фактически стал символом города. Его очень любят местные и, конечно же, туристы. А все потому, что принадлежит оно знаменитому испанскому актеру Антонио Бандерасу. И говорят, что он проводит здесь все выходные. Но сегодня Антонио в баре не оказалось. Правда, чтобы влюбленные фанатки не расстраивались, здесь придумали аттракцион. Поставили бочку с его автографом. Говорят, если потрешь эту бочку, встретится тебе суженый ряженый, вылитый Антонио. Угу. Кореглазый, чернявенький. Ну, может быть, не Антонио, может быть, Антон. Хорошенечко. Все. Дима, ты не помнишь, где моя спальня? Я реально не могу найти. Хорошо, тогда усну, где усну. Если что, если утром с тобой не найдемся на вилле, встретимся на завтраке. Спокойной ночи. Доброе раннее утро. Весь второй день я решила посвятить окрестностям Малаги. Но есть нюанс. Автобусы туда, куда я хочу добраться, не ходят. Поэтому еще вчера Я решила воспользоваться приложением BlaBlaCar. Для этого нужно найти водителя, который едет в нужное вам направление, и разделить с ним затраты на бензин. Ну, либо просто договориться даром, чтобы не было скучно ехать. Ребята, это моя машина. Та-дам! Вот таким бывает BlaBlaCar. Hola! Oh! Open! Thank you! Свое путешествие по Коста-дель-Соль я решил продолжить в еще одном популярном у туристов городе – Ронда. Небольшой, уютный испанский городок в 60 километрах от Марбейи. Именно здесь построили первую арену для боев быков. Но больше всего Ронда славится тем, что парит над пропастью. Город построен в горах на краю обрыва и разделен ущельем глубиной в 98 метров. Две части города соединяет каменный мост Пуэнте-Нуэво. Он построен в самом узком и самом глубоком месте ущелья. Этот мост является главной достопримечательностью Ронды. Поэтому здесь туристы толпятся, фотографируются, смотрят по сторонам. Но я ведь не обычный турист, поэтому для меня здесь приготовили кое-что особенное. В центральной части моста находится помещение, которое ранее использовалось как тюрьма для особо опасных преступников и осужденных на смертную казнь. А сейчас это место полюбилось экстремалам. Весь экстрим развлечения состоит в том, что тебе, используя всего 2 веревки, нужно спуститься по отвесной стене с высоты порядка 70 метров. Конечно, он это делает легко. Он это делает не в первый раз. Он думал, что своим примером он меня расслабит, но нет. Боже, как это страшно. Но оказалось, что страх высоты не единственная проблема. Да что за хуйня происходит, ребят? Man, you sure that you're doing right? Организаторы развлечения не знают английского, а я, к сожалению, испанского. Поэтому они никак не могут внятно объяснить, что нужно сделать. Я только настроился, он мне все сбил. Is it right? Yes, you sure? Ребята, что происходит здесь? Давайте, пожалуйста, скоординируемся. Я стою над 50 метрами вниз, а вы не можете разобраться, что делать. Стоп! Please, explain me!
I don't understand. Сил висеть вот так вот на решетке просто нет. Спускаюсь. На свой страх и риск. О боже. Хорошо, что я не вижу, что происходит внизу. Вау! Что веревка резко дернулась. Ура! Я наконец-то внизу. Фух. Thank you, man. Вот это было страшно. Теперь мне нужно расслабиться, отдохнуть, успокоить сердечко, поэтому 20 минут меня не трогайте. Я буду смотреть на красивую долину и ловить дзен. Какое красивое ущелье! Моей попутчицей оказалась Ева, которая так же, как и я, решила отправиться к достопримечательности, о которой не особо знают туристы. Всего в часе езды от Малаги, среди известнякового каньона, находятся удивительной красоты озера Эль-Чорро. Вода в них просто фантастического, нежно-бирюзового цвета. И этот цвет так и манит искупаться. Прелесть этих озер не только в чистоте и цвете воды. Людей здесь практически нет. Но плаваешь ты тут не один. Что это за утиные истории? Осмотрев самые значимые достопримечательности Коста-дель-Соль, я захотел чего-нибудь экзотического. Поэтому арендовал вертолет и махнул в Африку. И нет, я не сошел с ума. Оказывается, на территории Африки есть кусочек Испании. Вот он. Город называется Сеута. Перелет занимает каких-то 7-10 минут. И, честно говоря, впервые в жизни я так быстро сменил материк. Для передвижения по Сеуте я взял такси, оплатив популярный среди туристов тариф 2-часовая экскурсия. Этого для маленького клаптика Испании предостаточно. Следующей точкой моего воскресного путешествия стал Лоба-парк. Лоба в переводе с испанского «волк». На территории Лоба-парка сегодня 51 волк, 40 взрослых и 11 щенков. Европейские, иберийские и аляскинские волки. Но фишка парка даже не в животных, а вот в этом человеке. Весь парк – дело его рук. Все животные, которые сегодня находятся здесь, когда-то попали в передряги. Кто-то был ранен в лесу или страдал от болезни в зоопарке, либо остался без мамы и папы. Всех этих волков Дэниел собирал по всему миру, чтобы выхаживать и изучать. Из всех животных волки больше всего похожи на людей. У них, как и у нас, есть особая связь, особое взаимоотношение. Они развиваются, находят себе партнера, образовывают с ним семью, заботятся потом об этой семье. А еще если они любят, то раз и навсегда. Даниэль не просто смог изучить волков и подружиться с ними.
Он выучил их язык. Вы посмотрите, они просто как щенки к нему бегут. Они же общаются, они просто говорят как будто бы на одном языке. Ты слышишь? Он что-то им говорит, они прям отвечают. Боже, они тебя понимают! Они моя семья. Я не пытаюсь сделать из них питомцев. Многие люди, работающие с волками, пытаются приручить их, доминируют над ними. Но это неправильно. Я не строю отношения на еде. Я прихожу к ним с пустыми руками, причем всегда. А они идут ко мне не потому, что я принес им сладость, а потому что знают меня и доверяют мне. Ведь если я плачу за любовь, то как это называется? Правильно, проституция. Я никогда на это не пойду. Если хочешь быть со мной, то потому что я такой, какой я есть, а не потому что я купил тебе какую-то вещь или купил твою любовь. Вот так и с волками. Они к нему идут не за то, что он им дает там какие-то вкусняшки, печеньки. Они просто дружат с этим человеком. Это невероятно. Смотри, вот мы отправляем сообщение, смс-ки. Ты где? Я здесь. А у волков своя связь. Почта. Они общаются воем. Попробуй. О, у тебя неплохо выходит. Ребят, я своя. Когда я говорю, что парк – дело рук этого человека, это не просто голословное заявление. Лобо-парку не помогает ни правительство, ни какие-либо организации. Все волки содержатся только за счет платы за вход и пожертвований от редких туристов. Но по словам Дэниеля, деньги не главное. Главное – любовь и забота, которую можно найти даже, казалось бы, в диких животных. Они отвечают там, другие мне отвечают. Это просто сейчас тыдыщ. Отвечают, слышно? Невероятно. Это место не имеет ничего общего с зоопарком. Тут все продумано так, что вы просто можете наблюдать за животными в дикой природе. А благодаря Дэниелу, собственно, хозяину этого парка, ваша поездка будет не только познавательной, но и очень веселой. Сеута, несмотря на то, что находится в Африке, на первый взгляд ничем не отличается от традиционной курортной Испании. Но Сеута – это город, у которого два лица. Все, что находится за пределами центра – это трущобы, грязь и разгул преступности. В испанском городе Сеута испанцев всего 40%. Остальные 60% это беженцы, которые бегут вон через тот забор. Все дело в том, что испанский город граничит с Марокко, для бедных жителей которого Сеута – это единственная возможность попасть в лучшую жизнь, с которой и ассоциируется Европа. Если днем здесь еще более-менее спокойно, то ночами африканцы перепрыгивают через высоченные пограничные заборы, ломают себе руки и ноги, но при этом радуются тому, что смогли оказаться в Испании. Беженцев так много, что полиция просто не справляется. Но если для бедных беженцев Сеута это манна небесная, то богатому туристу тут особо делать нечего.
Походу, в этом городе единственный аттракцион для туристов – это покормить голубей. Давайте, ребят, ешьте и запомните, желтую Ламборгини не трогаем. Не трогаем. Желтая Ламборгини табу. И передайте это, пожалуйста, своим друзьям с континента. Под конец своего уикенда на Коста-дель-Соль я добралась до национального парка Эль-Торкаль. Сперва может показаться, что это останки древней цивилизации, руины средневекового города или место падения метеоритного дождя. Но на самом деле это дно. По крайней мере, более 200 миллионов лет назад оно было дном океана. Из-за движения материков дно океана начало выпучивать на поверхность. А ветра и дожди сделали свое. Придали этому месту вот такой удивительный ландшафт. Здесь в который раз поражаешься, на что же еще способна природа. Коста-дель-Соль – удивительное место, которое способно поразить своим древним прошлым. Дыхание замирает. Удивить роскошным настоящим Слушайте, ну какие хоромы. и шокировать возможным будущим. Испанцев всего 40%. Но сегодня очевидно одно. Коста-дель-Соль – это место, где точно будет не скучно. Все, я не могу больше терпеть. Надо купаться идти. Боже, как это страшно. Чего еще можно пожелать? Просто сейчас ты дышишь. Все, я остаюсь здесь. Ну почему ты никак не реагируешь? А я должен был отреагировать? Полиция, полиция, вот так вот. Я с тобой здороваюсь так, просто на волчьем языке. Привет. Одичала, пока меня не видела. Да нет, я просто была в таком интересном месте. Там был такой парк, очень много волков. А еще, представляешь, Что? я ездила на Мерседесе. В бюджетном варианте вот так случилось, представляешь? Неплохо. Как ты отдохнул вообще? Я отдохнул идеально, очень роскошный. Интересно, Да, я интересно. снял виллу за 15 тысяч евро в сутки. В Африку слетал на вертолете. Подожди, Коста-дель-Соль, Африка? Ты успел слетать в Африку? Ну, ты знаешь, моей золотой карте было тесно на маленьком миниатюрном побережье. Это просто опыт, Коль, опыт. Друзья, до новых встреч. Пока-пока. Пока, ребят. Ну и помните, зависть – это плохо. Да, Алинка? Слушай, Это на самом очень деле плохо. у меня много всего было интересного. Я ездила на озеро, я была в легендарном баре. Там вот сам Бандерас, между прочим, очень часто отдыхает.